Привет, друзья! Вы на канале Coffee Channel, и сегодня мы познакомимся с самым известным строением и символом дохристианской Армении – армянским языческим храмом Гарни, расположенным в 28 километрах от Еревана, рядом с одноименным селом в Катайской области. Я расскажу вам, как самостоятельно посетить эту топовую достопримечательность, не переплачивая за организованную экскурсию. Автобусная станция, откуда производится отправка пригородных автобусов в село Гарни, расположена на проспекте Гая. Монумент Гаю является прекрасным ориентиром, вам просто надо пройти на юг по проспекту около сотни метров, и вы окажетесь на месте. Добраться можно на автобусе номер 266, либо маршрутке номер 284. Время в пути около 40 минут, стоимость проезда составляет 500 драм, что соответствует примерно 100 рублям. Где выйти в селе Гарни, вам подскажет водитель или пассажиры, остановка расположена на перекрестке со светофором. Поворачиваем направо и двигаемся вниз по улице порядка 500 метров. По дороге вас будут изощренно соблазнять едой и напитками. Торговля ведется практически на каждом шагу. Достопримечательность ожидаемо обросла развитой туристической инфраструктурой. Наконец мы прибываем к месту назначения. На площади перед входом плотность торговли достигает своего апогея. В продаже сувенирная продукция, национальная выпечка, варенье, чурчхела, различные сухофрукты, домашнее виноградное и гранатовое вино. Стоимость входного билета для взрослых составляет 1500 драм. Храм Гарни находится на территории Гарнийской крепости. Внутри на входе также присутствует торговая инфраструктура. В частности, продают вкусную сангрию по цене в 2000 драм за стакан. К достопримечательности ведет живописная зеленая аллея, обстановка крайне милая и атмосферная. Армянский языческий храм, посвященный богу солнца Михру, был построен в первом веке нашей эры царем Трдатом I. Он расположен на неприступном утесе, с которого открывается головокружительная панорама. Внизу, в глубоком ущелье, чистая горная река Азат несет вдаль свои студеные воды. Окружающая природа вызывает ничуть не меньше эмоций, чем древнее архитектурное сооружение. На смотровых площадках Гарни можно зависнуть очень надолго. По стилю храм в основном выполнен в эллинистических архитектурных формах, однако в нем нашли отражение и местные традиции. Следует отметить, что тип прямоугольного в плане культового здания с колоннами и фронтоном был известен на территории Армянского Нагорья еще со времен Урарту. В храм ведут 9 высоких 30-сантиметровых ступеней лестницы, сразу добавляя монументальности постройки. Композиция храма представляет периптер, прямоугольный зал с портиком, который снаружи окружен 24 колоннами. У оснований колонн мы видим изображения могучих атлантов, стоящих на одном колене с поднятыми вверх руками и поддерживающими жертвенники. Число 24 выбрано не случайно, оно олицетворяет количество часов в сутках. По всему периметру крыши Гарни идет резной каменный фриз. В его орнаменте эллинистические узоры переплетаются с традиционными армянскими. Резные листья аканта соседствуют с плодами граната и витиеватыми лозами винограда. Здание возведено из блоков темного базальта. Это особенность местного зодчества, ведь греческие и римские храмы строились в основном из светлого мрамора и известняка. Внутри небольшого святилища находилась статуя божества, которая становилась центральной фигурой мистического спектакля, устраиваемого местными жрецами. В определенное время суток сквозь отверстия в крыше здания падали лучи света, выразительно освещая святыню. Армянские цари любили это место. Благодаря стратегическому местоположению и естественной неприступной позиции они превратили крепость Гарни в свою летнюю резиденцию. После провозглашения в Армении в 310 году христианства языческий храм не был уничтожен в отличие от других, потому что был любимым местом отдыха сестры царя Трдата III.
Однако храм разрушило сильное землетрясение 1679 года. К счастью, большая часть его фрагментов осталась на месте, и он был восстановлен в 1969-75 годах советскими учеными. Рядом с храмом Гарни сохранились руины и других сооружений. С правой стороны от входа расположен овальный фундамент христианской церкви Святого Сиона VII века. Немного ниже можно увидеть основание царского дворца, построенного в 3-4 столетиях. В 50 метрах к северо-западу от храма расположены руины бани конца 3-го столетия. Термы состояли из 4 комнат и технической постройки с печью. Первый зал служил раздевалкой и зоной отдыха. 3 других помещения различались температурой и влажностью. Гости проходили через них постепенно, чтобы организм привык к смене температуры. В 2011 году храм Гарни был удостоен премии ЮНЕСКО. Слева от храма имеется еще одна смотровая площадка с не менее прекрасным видом на Азадское ущелье. Кстати, в нем можно и нужно посетить памятник природы «Симфония камня», но об этом речь пойдет в следующем фильме. А сейчас будем прощаться. Если моя работа вам понравилась, прошу помочь в продвижении видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Каждый четверг очередная премьера. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!